Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала. Вот наконец я выбрал час и время и еду к домику. Нужно посмотреть, все ли там нормально, все ли целое. Последний раз я там был уже, наверное, около месяца назад. Ох ты, позарастало тут. Еду уже на своем новом байке, как вы видите. Здесь сыро, очень сыро, можно сказать. Лужи стоят. Ну хорошо, что я уже скажу, я бы уже, если был бы на том велосипеде, уже бы вернулся назад. Но тут шины широкие, и пока еду без приключений. Но хочу сказать, что очень сыро. А на завтра передают дождь. Ливень, можно сказать. Поэтому я в затруднительном положении, не знаю, что мне делать. То ли оставаться там, а там, получается, 3 дня подряд передают ливневые дожди. То есть, если я останусь на ночь, то, возможно, я неделю точно оттуда не выйду, так как сейчас очень сыро по лесу ехать. А завтра, послезавтра, когда оно все размокнет, тут вообще будет непроходимая дорога. То есть будет очень грязно. Ух ты, деревья как! Думал, сейчас упадет дерево. Ну, в общем, как-то так. Но, конечно, на этом велосипеде довольно-таки комфортно ехать. Еду по грунтовке, вообще не ощущаю ничего, как вроде еду по асфальту. Но хочу сказать вам, что очень сыро. Ну, очень сыро. Прям можно чуть ли не говорить грязь. Тем более сейчас же лето, зелень везде. И просыхать толком не дает. Постоянно тень здесь. Как-то так, друзья. Так, что тут? Дерево завалилось очередное. Тут вроде прочистили или прочищали, а тут еще одно упало. Так, а как же ж тут теперь проехать? Ох. Проход чуть-чуть освободил. Вот так вот. Кто-то говорил мне в каком-то видео, а та говорит, там же дорога целая. Вот вам, друзья, и дорога. Я вам говорил, что здесь никто, в принципе, не ездит. Очередной завал впереди. Так. Я думаю, этот мы пройдем, в принципе, без особого труда.
Нет, но если так проходить все препятствия, то я вам хочу сказать, время совсем не останется. Так, это благополучно преодолено препятствие. Ехать так, конечно, можно, если бы не завалы. Так, ну это такой преодолимый. Надо сразу встать, наверное, убрать ветки. Или проеду. Тут еще нападает их. И вот. Тут еще сейчас опасно и ходить, и ездить по такому лесу. Вы видите, он на голову сейчас раз такое бревнышко и упало. А смотрите, что пика торчит. О, смотрите. Опа. Опа. Согнала как. Вот это да. Еще одно бревно легло поперек дороги. Но я надеюсь, что под ним я проеду, под этим бревном. Да. По крайней мере. Да. Хорошее бревнышко лежит, что сказать. Обхожу завал. Друзья, неузнаваемая дорога. Дорога неузнаваемая. Ух, и тут накатанная дорожка. Вроде кто-то тут ездит. Спуск крутейший. Наконец-то вниз спустился. Теперь по лесу еще нам немножко осталось проехать. И будем говорить, что мы на месте. Да. Хотел я сегодня взять, сделать окно, что делал дома раму. Но думаю, нет, все-таки первый раз надо проехать и проверить. Может, придется назад возвращаться. Но тут, как видите, позарастало все. Нету никаких дорог, никаких тропинок. В общем, иду, потому что знаю, куда иду. А не знал бы, сказал, да что я сюда попруся, тут нет ничего. Перед самым домиком тропинка. Так, крышу я вижу уже. И, по-моему, дверь открыта. Что-то черное там, непонятно. Сейчас посмотрим. Может, это уже угли от лесного домика пооставались.
А вот он и домик. Красавчик. Домики у нас. О, тут как-то темно. Кто-то говорил, что будет светло. Смотрите, как тут. Я бы не сказал, что здесь прям уж светло так. На улице, правда, пасмурно. Мыши, вон, смотрю, я здесь побывали. На столе тут пометы ихние. И тут на полочке. Ну, так можно сказать, все хорошо. Конечно, наверное, все-таки надо вот эти вот камыш пообрезать, который понад окнами висит. Он уже, в принципе, не нужен, так как оставляли его вроде бы как маскировка. А сейчас уже там заросло все зеленью, поэтому там сейчас, наверное, ничего и не видно. А он просто закрывает свет и вид. Видите, вот. Он здесь и не нужен. Ну так, вроде все нормально. Сколько дождей прошло, я хочу вам сказать. Видели, какая погода. Ну, кладка стоит, сухая. Все хорошо. Ну и, как я говорил, как я оставил последний раз, то есть выработал раствор. Осталось у меня здесь, вот вы как видите, здесь немножко. Вот угол доложить этой стены и тут ряд проложить. Но я не знаю, можно ли это на глину ложить чистую или нет. Тут есть опилки. Вот видите. И тут немножко песка с опилками. Опилки уже погнили, наверное. Вон они уже, видите, такие. Непонятно. Непонятно что. Конечно бы, хочу вам сказать, вот та сторона, как вроде бы там темно, не сильно она солнечная. Тут бы, конечно, бы сделать окошко, которое я с вами разговаривал по поводу окна. Вот это. Ну, друзья, как-то все так выглядит. А честно говоря, при заезде сюда я не понял, что там такое я черное увидел. Я заезжал издалека оттуда, смотрю, опа, что-то черное. Думаю, неужели загорелась избушка? Ну нет, слава богу, все нормально. Ну, как-то все вот так выглядит, друзья. Наконец-то я выбрался. Воды сейчас здесь очень много. Под самым берегом вода, я смотрю. Видите, и вода, я вам хочу сказать, чистенькая. Давно уже такой воды не было большой у нас. Думаю, может получится и порыбачить. Планы работ. Как я уже сказал, я сюда ничего не брал, потому что не знал, или я доеду я сюда или нет, какая будет дорога. Вот, поэтому сейчас я все равно здесь, я вот сижу, друзья, взял градусник, и на градуснике 17 градусов. Ну и сыровато здесь, все равно на улице, как говорится, дожди шли и сыро. Поэтому я думаю так, сейчас я, наверное, немножко нарубаю дров, закину, и пусть она немножечко просто просушится помещение. В принципе, здесь комфортно так находиться, но сыровато, сыровато. Поэтому сейчас я растоплю печку, заодно сделаю прикормки, и беру прикормку, и пойду на то место, где я в прошлый раз пытался ловить рыбу. Посижу там часик, полтора часика, может что-то словлю. Не будет клевать, значит, приду сюда и буду заниматься здесь чем-то. Растоплю печечку. Так.
Оно-то на улице тепло, но в домике сыровато. Поэтому немножко оно так протопится, будет хорошо. Готовить, может быть, даже буду и на улице. Ну, потому как жарко будет в домике сильно. Если... Так. Ладно, столько хватит. Сейчас распалю печечку. Одно положу. Покрупнее. А сверху наложу вот этих вот меленьких. И сейчас их попробую поджечь сразу. Я думаю, они загорятся. Быстренько. Газовой горелкой быстро разгорится. Лебеди. Красавица. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Ветер поднялся. Не знаю, будет какой-то клев или нет. Ветер сильный. Но сейчас все равно пойду. Еще я в этом году, скажу я вам так, не рыбачил. Хотел выехать на большую воду. Приехал на велосипеде, а там весь берег в дохлом толстолобике. Что случилось? Почему? Бывало у нас весной, что, такой мор толстолобика, но чтоб столько я никогда не видел. Ну и я, если честно, даже побоялся в том месте и ловить рыбу. Думаю, бляха-муха, то ли тут вода отравленная, то ли что. В общем, не пойму. В общем, развернулся я и уехал оттуда, а не стал рыбачить. Тут красивое место, я вам хочу сказать. Сейчас попробуем. Прям с берега можно попробовать здесь побросать. Последний раз, когда я был здесь, оставил, как вы видите, здесь вот стулку под обрывом, под крутым. Так она здесь и стоит. Поэтому на ней я и буду сидеть. Так, есть. Попробуем. Ветер поднимается, собака. Ну, вот такой вот получится фидер. Этот поводочек тут сантиметров 50. Ну, может 45. Ну и... Ну, хорошо, она сделана пулей.
Поэтому лететь будет далеко. Но она так и называется, пуля. Так, есть. Ну что, вторую. Чуть-чуть надо встать, а то ах, ветер, а. Ну, будем теперь ждать поклевки. А сюда уже лебеди подплывают. Вам такой, не дай бог бы я это выдал, боже мой. Короче, бой Усика, да? Смотрите, какие еще важные... Не хочет что-то клевать. Вытянул я эту удочку, сейчас переброшу. Постараюсь подальше чуть-чуть бросить. Ну что, друзья, не знаю, что такое не везет и как с ним бороться. В общем, закинул удочки. Сейчас вроде ветер немножко притих. Вот. Но ни одной поклевки. Вот я уже, наверное, часа 2 здесь просидел. И нету поклевок. От слова совсем. В общем, сейчас иду к избушке, к домику. И приготовлю что-то покушать, а потом дальше будет видно. Попозже подойду сюда, посмотрю, хотя бы сработали удочки или нет. Ну что, не висят ни одной поклевки, вообще тишина. Не знаю я, в чем дело. И травы полно еще. В общем, все, собираюсь я. Так, пошли к домику. Честно хочу сказать, даже не знаю, чем и заняться. Лодку я не взял с собой, которую приготовил. Окно не получится. Да и залаживать песка нету, нечем. Сделать столик второй на улицу, так как тот, который стоит в избушке, не хочется его тягать туда-сюда. Ну, наверное, сейчас я этим и займусь. Приготовлю несколько бревен, распилю их вдоль. Там, я думаю, штуки 3-4 бревна будет достаточно. Ну и сделаю на улице столик, так как, ну, сейчас приятнее посидеть на улице и на улице покушать. Ну вот я и пришел. Труба уже не дымит. А ну, да она уже холодная, еле-еле теплая. О, ну а тут тепло, хорошо. Прогрелся домик, покуда я там на рыбалке ходил. Вернее, не на рыбалке, а будем говорить так, просидел на берегу. Сейчас распаливаю костерчик на улице. Здесь достаточно, теплее не надо. Градусов, а ну сколько здесь уже, сейчас скажу вам. Вот, 24 градуса нормально, больше не надо. Может, если еще вечером перед сном, если останусь, протопить и все, и больше ничего не надо. Но сейчас я что думаю, значит, сейчас нужно покушать, закипятить чайник, попить чайку, там что-то перекусить, вот, потому что еще ничего не ел, будем говорить так, с утра. Тогда начала аж голова болеть. Поэтому
первую очередь на улице разожгу костер и согрею чайник. Закипячу. Так, что у нас тут? Чуть-чуть водичка есть, надо будет ополоснуть. Так, все, пошел я. Так, сухеньких веточек. Так, сейчас, наверное, сделаю поддувало сюда. Так, вот сюда один кирпичик положу, сюда второй. И сюда вот так вот перемычечку. Хоп. И сюда вот будет поддувать. И вот видите, аж вверх идет огонь. Ложу сюда. И чайничек. Опа. Так, водичка там чуть-чуть есть. Я ополосну, нагреется и залью чистой. Так, опа, закипел чайничек. Опа. С водички принесу. Сегодня я много не брал воды. 2 бутылки таких взял водички. Я думаю, хватит мне. Опа. Ну а я пока приготовлю пилу и попробую сделать стол сюда. Ну, тягать его туда-сюда, это не дело. Туда-сюда его носить. То на улицу, то внутрь. Нужно сделать здесь стол, чтобы был. Масло есть. Хватит пока. Есть, нормально. Все, можно идти заготавливать. По-моему, закипел чайник. Пусть заваривается. Ну а я сейчас схожу, может, бревнышко где-то найду, хотя бы отпилю, подготовлю. Так.
Вот так вот пробую. Фух. Надо попить чайку и что-то перекусить. Иначе я еще ничего сегодня не ел и не пил. Поэтому пришлось достать стол. На природе тут как-то веселее. Чайник убрал, а то вся вода выкипит. Так, сейчас сальца нарежу. Нож тупой. А тот нож оставил там, на рыбалке был, и там он торчит, я его воткнул, и он там остался. Придется, хорошо, что у меня два ножа, так бы пришлось возвращаться назад туда. Сейчас протушится немножко лучок, и там я брал картошечку с дома, такая полуготовая, и я еще ее полуфабрикат уже, ну она готовая, можно ее и так будет кушать, но я сейчас хочу ее с сальцом и с лучком. Хорош. Опа. Ух.
Ну, друзья, как всегда, и вам тоже приятного аппетита. Я сейчас позавтракаю быстренько. М. Ветер капитальный. Чайничек поставил, пусть подогреется. Да, в комментариях к предыдущему видео по поводу моего байка, на котором я сегодня приехал, было много вопросов. Мол, ну когда ты уже поедешь на запад Украины, чтобы ну, посмотрели там что-то, снять и все остальное. Вот, не дождутся никак. Но, друзья, во-первых, значит, вы знаете, какая в этом году была погода. Весна была очень поздней. Практически до 10, 15, до 10, наверное, 12 мая были заморозки, морозы были ночью. Просто был мороз каждый день. Не то, что заморозки, а просто мороз. 5-6 градусов мороза — это стабильно. И днем было холодно. Картошку посадил поздно, а нужно высадить, кроме картошки, помидоры, огурцы, лук, чеснок, потом вся эта морковка, петрушка, вся эта мелочевка, зелень, потом, значит, арбуз, нужно раскрыть виноград, у меня где-то 30-35 кустов винограда, короче, очень много, его нужно весь подвязать, ну, в общем, работы очень много весной у меня. Поэтому не было возможности вырваться. Да и погода, я вам скажу честно, такая. День-два солнышко, дождь. День-два солнышко, дождь. Для огорода, конечно, это неплохо. Вот. Для природы. И вы смотрите, какая зелень сейчас. Прям красотища в лесу. Я и так дома целыми днями, как говорится, занятый в работе. Поэтому первоочередное это, друзья, нужно сначала засадить полностью, подготовить весь огород. Ну, в принципе, уже я полностью его засадил. Даже обработал уже виноград, первую сделал обработку. Ну и сегодня решил уже, думаю, надо все-таки съездить, посмотреть. Я, честно говоря, уже и Алексея давно не видел, с ним не разговаривал, как-то не получается созваниваться, потому что некогда. Вот. Ну и у него то же самое не получается, он там занят своими делами. Чайник закипел. Допиваю чай и пойду сейчас туда, на место, где я рыбачил. Посмотрю, что там творится. Наверное, сниму удочки, заберу. Так. Все. После вкусного обеда по закону Архимеда полагается поспать, но спать некогда. Надо идти забрать удочки, а то их там еще и водой смоет. Не знаю, волна поднялась, нет. Да нет, вроде ветер, он немножко как-то вот так дует вдоль юго-западной. Пусть хорошо моется. Так, пошел я. Так, ну вот я и пришел. А тут тишина. И поклевки не было.
В общем, запутало все в траве. Пришлось перерезать все нитки. Ну, имеется в виду не нитки, а кормаки. А опарыш нетронутый. Короче, вот тут вот травы тьма. Буквально 20 метров. Она не глубоко. Вот такая. Видите, вот она. О. Вытянул. Чтобы ловить, нужно где-то дальше, как мы в прошлом году делали, или нет, позапрошлом, когда мы с Алексеем, если кто смотрел видео, метров, наверное, 30 от берега ставили сижу, и сижи я уже ловил. Но это было позапрошлом году, в прошлом году не было сижи. В позапрошлом году была сижа, и я ловил сижи. Сижи ловил очень даже хорошо. В общем, собираю снасти и иду к домику. Ну, а вообще тут неплохое место, конечно. Сейчас подолью масло. Оно уже тут закончилось. И попробую все-таки распилить. Может быть, получится, мне хватит. Так. Все. Так, снимаю. Последнюю ставлю. Последний аккумулятор, 4-й.
Пусть покурит. Так, что имеем? Допилил. Одна, вторая, третья. Все, 3 штуки есть. А потом вернусь, те заберу. Ух ты! Тяжелая. Донесу я их или нет? О. Опа. Опа. Фух. Опа. Так, есть. Еще тут можно краешек снять. Вот так вот. И вот этот. Как же это перевернуть сюда? Не годится так. Вот так. А сейчас вот тут вот серединку я сниму чуть-чуть. О, уже что-то будет.
крайнюю обрезаю. Сейчас торца планочкой здесь сошью и тот торец отрежу. И вот так вот сейчас я сошью их низ, чтобы они держали сейчас 1, 2, 3, 4, ну штук 6 саморезов с этой стороны, потом за подлицо так обрежу. Есть. Есть. Опа, и сейчас сюда планку. Эх, как в масло в дуб лезет. И последний сюда. Есть. И срезаю сейчас здесь.
Так, ну, в принципе, столешница готова. Сейчас я немножко ее... Я не знаю, конечно, куда лучше поставить этот стол имеется в виду. Можно, конечно, его сделать вот такой переносной, чтобы можно было его взять, перенести. Или взять его, закопать и сюда его забить. Два столба закопать. Вот. И на два столба, он на таких вот его, две перемыченные, перемыченные эти пришить сюда. Вот так вот. И будет он тут стоять вечно. А можно, конечно, сделать его, чтобы был переносной. Надо его где-то перенесли. Тут солнышко. Хотя тут солнышко не будет светить, тут тенечек хорошо. Фух. Так, ну что, в принципе, столешница готовая. Ну, не знаю я, честно говоря, как лучше сделать. Что вы посоветуете, друзья, как лучше сделать? То ли его на столбы, на два столба и закопать его, и чтобы он стоял здесь капитально. Или же сделать его переносным. Я хочу сказать, я доволен пилой. Друзья, вот смотрите, распустил вот эти, будем говорить, доски. Вот, это дуб. Я пилил, думал, горячая уже была сама пила, батарея первая, горячая была, я за нее дотронулся, она аж горячая, градусов, наверное, 50. Было аж горячо, за нее держаться невозможно. Одной батареи первой, которую я начал пилить, мне хватило приблизительно вот так вот, приблизительно сантиметров 70 пропилить вдоль. Второй батареей уже, я хочу сказать, я допилил и практически вторую, допилил первую и практически допилил вторую, немножко осталось. И практически перепилил половину. И зарядил третью. Вот, а третью, будем говорить так, у меня еще и осталось. Пила уже, конечно, подсела немножко, но работает. И эта батарея еще у меня, еще два деления. В общем, аккумуляторов, в принципе, уже у меня нету, они все посаженные. Это четвертая батарея. Теперь действие. Сейчас я, наверное, надо растопить печку. Ой, и приготовить ужин.